Всем здравствуйте! Рада вас приветствовать на моем канале. Посмотрим сегодня, какую негативную программу вы проработали, отпустили, от которой вы освободились. Какая негативная программа покинула вас, так скажем, может быть, навсегда. Да? То есть вы что-то отпустили, что-то важное, какую-то программу нехорошую. Что это именно? Так. Три варианта. Как обычно, можно смотреть все три, можно выбрать какой-то один. Так, первый вариант. Какую негативную программу вы проработали и отпустили. Второй вариант. Какую негативную программу вы отпустили. И третий вариант. Какую негативную программу вы отпустили. Пожалуйста, кто хочет выбирать, выбирайте, пожалуйста. Кто хочет смотреть целиком, можно переключаться сразу на варианты и смотреть. Так. Я начну. Первая позиция. Какую негативную программу вы проработали и отпустили? Ух ты. Ну что тут я... Сейчас я уточню, вообще правильно ли я думаю. Правильно ли я думаю или нет. Так. Угу. Смотрите, здесь что? Правильно. Угу. Сейчас, это прям так раскрылось все. Смотрите, здесь вы отпустили программу, вот, ну, он, может быть, знаете, подойдет прям немногим, сразу скажу, что немногим, а кто конкретно проживал такие ситуации в своей жизни. Программа треугольных отношений, программа того, что вы вынуждены были, знаете, терпеть отношения такие, оставаться в отношениях таких, может быть, сохранять такие отношения, треугольные, да, когда вы должны, то есть, получается... Здесь не то, что у вас, так, я так понимаю, выбор между двумя партнерами, а как будто бы, когда партнер держит вас в выборе, то есть вы и еще кто-то. Вы и еще кто-то, то есть человек держит вас при себе. И вы как будто бы держитесь за эти отношения, потому что, ну, может быть, у кого-то такая в семье была эта ситуация, да, в семье. Вы понимаете, что вы как бы должны вот исполнять свой долг, да, семейный. И несмотря на то, что такая ситуация негативная, да, треугольники, вы все равно должны как бы оставаться в этом. Потому что, ну, это же все-таки ваша семья, как же вы можете отказаться, вот, либо поставить как-то ультиматум какой-то. А здесь вы отказываетесь полностью вообще, в принципе, находиться в таких отношениях. То есть вы освобождаетесь из этой программы. Вы полностью освобождаетесь от отношений, в которых есть какие-то такие треугольные вот эти вот нехорошие ситуации. Вы их отпускаете. Вы вольны управлять этой вообще вот ситуацией всей. То есть вы как будто бы правите теперь балом, то есть не в позиции жертвы, не в позиции того, кто держится из последних сил за кого-то, кто, может быть, вас не ценит. Вот этот момент, он проработан и отпущен. То есть вы здесь хозяин ситуации, вы большую мудрость приобрели, вы, находясь вот кто-то очень долго в таких вот отношениях, да, находился. Вот здесь вы приобрели большую мудрость и прошли этот урок. И закрыли эту историю вообще полностью для себя. То есть больше вы в этой, как бы, в таких сценариях больше вы не играете, да, вот как бы так сказать. Больше они с вами не происходят. То есть вот так, как будто бы вы сами отказались от того, чтобы быть в таких отношениях. То есть вы этот момент уже проработали и отпустили. И знаете, вот силу вы приобретаете, вот силу какую-то вот свою вот уверенность в себе, вот через то, что вы отказываетесь вообще вот в таком вот участвовать.
А раньше вы в позиции жертвы были, а раньше вам казалось, что если вот я не буду держаться за этого человека, который вот меня держит в таком состоянии, выбор между мной и еще кем-то, да, если я не буду делить этого человека с кем-то, то я ведь совсем останусь один, либо одна, у меня не будет тогда никого, и что же тогда со мной станет? Вот у кого-то такие моменты, это не, может быть, не у всех, но подсознательно, может быть, вы боялись остаться в одиночестве, боялись, то есть были страхи, были страхи потерять, страхи безысходности какой-то. Вот этот момент проработан и отпущен. То есть вы здесь приобрели ценность себя, вы значимость себя приобрели, и вы не понимаете, что это не нормально в таких отношениях находиться, вы, в принципе, больше и, то есть отрезать этот момент, отрезать эту всю ситуацию, и вы в ней больше не варитесь в ней. Как бы, знаете, отстояли вы здесь какой-то вот себя. Отстояли здесь себя, и свою значимость, свою силу вы приобрели в этом через прохождение этого урока. То есть здесь вы начали ценить себя, вы начали понимать, что вы хотите вообще другого. Не такого формата, да, что вам нужно действительно что-то надежное, чистое, понимаете, чистое, правильное, чистое, а не то, что как бы, может быть, здесь даже такие моменты были, что кто-то так, все так живут, и это нормально. Но вы понимаете, что это ненормально, и что вы не хотите так, и что вы не будете этого терпеть. И, в общем-то, вот такой момент здесь. То есть эта позиция, она действительно подойдет немногим, вообще немногим, кто только вот находился в такой ситуации. То есть этот момент проработан и отпущен. То есть уже больше такого не будет сценария в вашей жизни. Благодарю вас за просмотр. Так, второй вариант. Какая негативная программа вами отпущена, проработана и отпущена. Так, ну что, здесь тоже прекрасно для второго варианта. Вечный блок второго варианта. Так, сейчас. Если это то, ага, это то, да? Это то. Смотрите, здесь наконец-то отпущен страх проявиться, отпущен страх того, что вы кому-то можете быть не нужны, страх того, что то, что вы делаете, кому-то не нужно, страх того, что ваша индивидуальность, она незначимо не нужна. Отпущен этот момент. То есть вы понимаете, что то, что вы ценны, то, что вы несете, так скажем, с собой, проявляетесь как-то в мир, это очень ценно, это очень заметно, интересно, ярко. То есть как-то осознание к вам пришло. Осознание того, что на самом деле вы боялись зря. Да? Вы зря боялись проявиться, вы зря боялись того, что вас осудят, либо того, что вас не оценят по достоинству. Да? Вот вы зря боялись. И этот момент отпущен, который очень долго был с вами. Он долго вас не пускал никуда. Он долго вам не давал проявиться, проявить себя и держал вас в каких-то рамках, ограничениях. То есть вы не могли... кто-то действительно свои таланты какие-то миру проявлять, да, показывать. Вы не могли, потому что страшно было, что не оценят, не поймут, и что это кому-то никому не нужно будет. Вот такой вот, да, что вот потеряете вы в чем-то. А здесь вы приобрели свою ценность, да, самоценность также. То, что вы понимаете, то, что вы делаете, это, знаете, как будто перспективу имеет на будущее, что это в будущем очень важным будет. И вы понимаете, что это действительно достойный какой-то либо талант, либо это вот... Если это касаемо именно вас, как человека, который стеснялся, закрывался, боялся, что его не поймут, боялся общения, то здесь вы понимаете, что вы очень интересны, что на самом деле зря вы думали, что вы как-то, может быть, не обладаете какими-либо ценностями, что, то есть вы закрывались. Вы здесь понимаете, что это зря, потому что вы как будто бы вы увидели в ответ от мира, да, что вам идет отклик того, что вы очень ценны, интересны, и с вами очень комфортно, интересно, и не то чтобы не продуктивно, но то есть не полезно, как бы так сказать, да, чтобы вот не обидно, но то есть то, что с вами
проводить время, да, с вами общаться, с вами взаимодействовать, это очень ценно для людей. То есть ценно, ваше время ценно. И время, проведенное с вами, оно ценным становится для людей. То есть они ценят это, то, что они с вами побыли, они ценят то, что они с вами пообщались. Вот что-то такое. То есть если вы какой-то продукт свой создаете, то здесь это очень большую ценность приобретает. Вы это понимаете, вы это осознаете. Раньше вы боялись, что это никому не нужно, но теперь вы видите, что это важно и ценно для многих. И вы как будто бы отпускаете страх того, что вы никому не нужны, да, который очень долго был с вами, очень долго, очень длительный момент действительно с вами присутствовал. И вы от этого освобождаетесь, да, и, в общем-то, здесь вы понимаете, что вы любимы, что то, что вы делаете, это прекрасно, что, может быть, ваши таланты, ваши проявления, они оценены, да, они нужны. То есть вот такой момент. Это очень хорошо, потому что по второму варианту очень часто, да, выходит тот момент, что то, что вы делаете, может никому быть ненужным. То есть страх проявить свои таланты, свои дары какие-то, вот ваша деятельность какая-то проявляется с действительно таким вот открытым таким посылом, и вы понимаете, и вы чувствуете отклик от других, вы чувствуете, что это нравится, отдачу, так скажем, от мира вы чувствуете. Вот это по второму варианту очень хорошо, потому что здесь вот частый такой момент недооценивания себя. Здесь вот получается проработан этот момент. То есть вы осознали, что то, чем вы обладаете, имеет большую ценность. Это хорошо, что вы наконец-то это приняли и осознали. Благодарю вас за просмотр. Так, и третья позиция. Какая негативная программа вами проработана и отпущена. Так, тачу. Такое неудобно, мне так все здесь. Тачу. Смотрите, программа может быть касаться каких-то, сейчас мечтали отношения. Ну, смотрите, здесь, скорее всего, о каких-то ваших мечтах, о том, что вы не разрешали себе каких-то удовольствий, каких-то эмоций, какого-то счастья, радости, может быть, чувства любви, может быть, отношений с кем-то, может быть, удовольствие для себя конкретно. Вы запрещали себе чувствовать удовольствие, делать что-то для себя, делать какие-то, может быть, спонтанные вещи, которые вам бы принесли удовольствие, но вы, закрывали на этом. Либо вот желания собственные ваши, на которых вы ставили крест, которые вы обесценивали, которые вы не хотели реализовывать, потому что считали, что, может быть, вы недостойны в чем-то, да, недостойны вы того, чтобы это было в вашей жизни. Этот момент проработан и отпущен. То есть сейчас урок пройден, урок того, что вы можете получать то, чего вы хотите. Вы можете получать удовольствие от жизни, вы можете радовать себя, баловать себя, приобретать себе что-либо. Вы не должны больше держать свои желания в тени, свои какие-то, то есть вот запрещать себе чего-то хотеть большего, возможно, хотеть каких-то радостей для себя лично. То есть вот это очень важный момент, это очень важный аспект. У кого-то это раскрытие чувственной какой-то сферы, то есть где вы себя сдерживали, где вы пытались быть равнодушны, может быть, в каких-то отношениях, не показать ни в коем случае своих эмоций, своих чувств, боялись, что вас ранят, если вы вдруг проявите свою любовь кому-либо, да, если вы, допустим, искренне, встретившись с дорогим вам человеком, решите обнять этого человека, что как-то это будет непонятно, либо не принято как-то, да, вот такой здесь может быть момент, отвергнутым, что вас отвергнут, да, вот ваши чувства, вашу любовь, ваша искренность отвергнут, то чтобы даже любовь, просто вот какой-то такой вот душевная ваша искренность, что она будет отвергнута. Вот этот момент проработан и отпущен, да, то что вы теперь не боитесь
позволять себе чувствовать, не боитесь себе получать удовольствие от жизни, баловать себя чем-то приятным лично для вас, исполнять какие-то свои личные цели. И плюс еще к тому, что проявлять свои эмоции искренне и чисто, так как они есть. То есть если вы действительно искренне хотите улыбнуться человеку, вы ему улыбаетесь, а не боитесь того, что здесь что-то, кто-то о вас что-то не так подумает. Если вы хотите, как я уже говорила, допустим, кого-то обнять, да, так скажем, в душевном каком-то порыве, то вы это делаете и не боитесь, что же человек о вас подумает, либо другие окружающие люди подумают об этой ситуации. Да? То есть этот момент, он очень важен для вашей эмоциональной сферы, и он проработан. То есть вы позволяете себе любить, чувствовать удовольствие, радости, мечты, больше мечтаете, так вот скажем, готовы реализовывать свои собственные мечты, свои собственные желания. Вот. И в этом ваша сила, в вашем вот этом вот искренности, в вашей... в том, что вы чувствуете эту искренность, понимаете, вы ее проявляете, вы не боитесь этого. Вот в этом ваша сила. И в том, что, знаете, это очень серьезно важно, как-то большая переоценка внутри вас происходит благодаря тому, что вот этот чувственный аспект, он раскрывается в вас. Большая трансформация, новое обновление вас внутреннее, ваше обновление, да, ваше обновление внутреннее происходит, и плюс еще обновление ваших коммуникаций и контактов, взаимодействий с другими, с окружающими происходит. То есть здесь благодаря тому, что вы по-другому себя ведете, благодаря тому, что вы более открыты, более искренне. Это, кстати, этот момент очень подходит тем, кто со мной давно, кто давно уже смотрит, и у кого был такой по третьей позиции момент того, что вы не могли открыться людям, того, что вы хотели быть в одиночестве, в закрытом состоянии, потому что была травма, так скажем, да, прежде нанесена, это я из прошлых раскладов, они уже были давно. Говорю, что этот момент у вас уже наконец-то проработан. Вы снова можете любить, доверять, чувствовать и не бояться. И благодаря тому, что вы искренне проявляетесь, искренне к людям относитесь, не стесняйтесь больше, не боитесь, идете на контакт, на взаимодействие, расширяете, может быть, свой круг общения, то и люди к вам относятся по-другому. Отдача от мира другая. То есть получается здесь отдача от мира такая, что у вас... знаете, как солнышко встречают, вот так, что-то такое, да, то есть вас чувствует вот это вот у вас теплоту, любовь, вот это вот свет, понимаете, это то, что людям приятно находиться в вашей атмосфере. То есть ваша атмосфера, она как-то вокруг вас меняется. Сама вот ваша энергетика вокруг вас, она становится благостной, приятной, такой комфортной, теплой. Потому что вы позволяете себе чувствовать. Вы позволяете, вы не закрываете, не закапываете эти чувства, не замыкаете больше. Вы открыты, и это хорошо, потому что это очень важная трансформация вас как личности, как души, да, вот это очень важно было для вас открыться, пройдя через какой-то болезненный этап для кого-то, да, кто по этой позиции давно выбирал, как бы смотрел, кто сейчас вспомнит просто, вот в тот момент болезненный пройдя, отпустив его, проработав его и приняв, сделав правильные выводы, правильные уроки пройдя, понимаете, вы можете теперь, знаете, как будто бы видеть, чувствовать насквозь людей, их эмоции, их чувства. И это очень важно и очень, очень хорошо для вас, потому что вы открыты, ну, знаете, как будто вы все равно защищены. Вот, несмотря на то, что вы открыты, но вы защищены, вы под защитой находитесь. То есть вы не боитесь того, что кто-то вас обидит, либо сделает вам больно. Я не знаю, вот такая вот здесь искренность, вот такая вот открывается очень мощная в вас. Это очень хорошо. Вот. И то, что вы себе позволяете больше, то, что вы себя как-то любите больше, да, радуетесь больше жизни, это тоже вот здесь имеет место быть. Благодарю вас за просмотр. Спасибо вам большое за ваши подписки, за лайки, за комментарии. Огромная вам благодарность. До новых встреч. Всего вам доброго.